Всем привет! Очередная проблемка. Засвистел вентилятор радиатора. Так как сейчас у нас жара под 40 градусов. Вот. Он видно, он там весь ржавый. Сюда постоянно вода попадает. Ну и этот плюс я частенько мою, полностью движок на мойке с кёркером, с пеной. Вот. Ну и он сначала, просто какой-то шум непонятный был у него. Вот, сейчас он начал посвистывать, но я думаю, что, скорее всего, там подшипником хана приходит. Я, правда, ни разу это не разбирал, не снимал. Вот, но сейчас сниму, хочу посмотреть, что там. Может, получится как-нибудь смазать его. Вот, ну и, может, кому-то полезно будет. Снимаем вот этот вот фильтр. Снимаем аккумулятор. Вот мы его сняли. Вот здесь один болт. Я уже выкрутил его. Вон снизу еще один болт. Здесь можно подлезть вот таким ключом на 8. Снизу вот таким ключом на 8. Вот. Все это снимаем. Здесь, в принципе, я думаю, он пролезет. Вот так вот его вытащить. Тут никаких болтов я не наблюдаю. Ничего нету. Он, скорее всего, как туда вставлен и зафиксирован. Сейчас, тот нижний болт откручиваю. Вот. Ну и пытаюсь как-то его вытащить отсюда. Так, самое главное еще. Вот она, клемма идет от вентилятора. Вот она, папа, мама. Вот, как видно, там все ржавое у нас. Вот уже она. Вот эти контактики, их бы желательно почистить. Как-нибудь их вытащить и почистить. Потому что есть все варианты, то что вот здесь, в этом месте начнут греться. Потом начнут плавиться провода. Начнут гореть предохранители. Ну и все в этом роде, пойдет. Вот. Радиатор я стараюсь постоянно мыть, тоже на мойке. В принципе, у меня не очень забитый. Есть там кузнечики всякие. Вот. Так что сейчас снимаем и смотрим, в чем у нас там дело. Я думаю, никакие ремкомплекты на него не продаются. Это вряд ли. Скорее всего, вот эту вот крыльчатку надо будет снять. А, есть один такой вариант. Крыльчатку, говорят, можно поменять. То есть здесь стоит 4-лопастная крыльчатка. А есть вроде бы 8-лопастная крыльчатка. Ну, то есть она лучше охлаждает. Ну, сейчас сниму сам радиатор. А там же будет видно, что нам дальше с ним делать. Так, ну не получилось у нас вот это вот все полностью снять. Вот здесь вот раз, вот идет болтик. Он, так, не видно ни хера. Вон там он 2. Ну и вот здесь вот, вот здесь вот 3. Мы их выкрутили и вытащили саму крыльчатку. Вот это все подняли. Вот так вот отогнули. Вот этот пластик отогнули сюда его. От радиатора самого отогнули. Вытащили кое-как крыльчатку. Что-то тут, я не знаю, как ее вытаскивать, но нереально. Она вместе с радиатором, вылазит. Вот, поэтому сняли мы чисто крыльчатку одну. Сейчас покажу, в каком там все состоянии. Так, вот она крыльчатка. Я ее отмыл. Здесь внутри грязь была по кругу. Везде она вся была в грязи. Сразу смотрите, чтобы на ней никаких сколов не было. Ну, видимых таких дефектов. Потому что если где-то будет что-то отломано здесь, то будет детонация. Потому что я понимаю, их на заводе балансируют, чтобы нормально все было. Но это то же самое, что кардан. Тут даже вот направление видно, есть стрелочка. Если, допустим, кардан будет не отбалансирован, он будет вибрировать. Ну, то же самое и здесь. Но эта крыльчатка, в принципе, нормальная. Сейчас там знакомые пошли еще одну принести крыльчатку. Тоже бэушную, посмотрим. Может быть, ее поставим. Вот. Но я, правда, не знаю, сколько там лопастей. Так. Сняли. Вот они, щетки. Щетки, я думаю, еще походят. В принципе, они нормальные. Вот тут контакты немного окисленные. Сейчас, все здесь чистим. Вон там внутри, как я понимаю, подшипничек стоит. Сейчас все протрем, все ВДшкой забрызгаем, все смажем по новой. Вот эти болтики не терять.
Самое главное, вот этот вот фиксатор. Вот он, маленькая железочка. Вот, она одевается вот сюда у нас. Вот. И на нее уже одевается сама крыльчатка. Вот он паз, куда она встает. Вот ее главное не потерять. Потому что мы когда все вот это вытащили колокол, она сразу выпала у нас. Мы сразу убрали отдельно. Все болтики. Здесь тоже все вот эту резьбу надо будет щеткой по металлу зачистить. Вот. Короче, здесь сейчас все чистим. Вот она даже сама уже выпрыгивает отсюда. Я думаю, этот ремкомплект можно купить. Вот, у кого, если там вообще щеткам хана пришла. Но здесь щетки еще более-менее нормальные. Вот он сам колокол. Весь ржавый какой-то, блин. Здесь должно быть какой-то защитный слой, типа лака. Ничего уже нету. Или тут его не должно быть. Ну, короче, факт в том, что здесь все ржавое. Поэтому все свистело, скрипело. Сейчас все почистим здесь. Я думаю, наждачкой, ну и щеткой можно будет пройтись. Главное, вот эти вот медную обмотку не повредить. Ну и здесь, чтобы никаких зазубрин не было. Если будут здесь какие-то зазубрины, сразу щетки все съест. Так, вот здесь тоже что-то типа подшипника стоит. Не знаю, сейчас попробуем все почистить, забрызгать ВДшкой. Короче, попробуем оживить. Ну и сам магнит, который здесь. Тоже все он ржавое. Все закидано грязью. Короче, сейчас все чистим. Сверху все надо почистить. Ну, короче, в нормальный вид все приводим. Вот. У меня там в салоне есть кнопочка. Включаем зажигание, нажимаю кнопку, короче. И он, независимо от температуры двигателя, начинает крутить вентилятор. Сейчас всю вот эту вот канитель сделаем. Крыльчатку не будем одевать. Просто подключим моторчик. Здесь вы не перепутаете. Здесь вот такая выемка есть, он по-другому не оденется. Ну, то есть я имею в виду, если перепутать, есть все шансы, что он будет крутить в обратном направлении. Вот, так что просто вот в паз одеваете здесь. Вот, ну, короче, сейчас все сделаем, почистим, подключим его. И посмотрим, если он будет свистеть у нас, или скрипеть, то придется новый, вот этот, какого моторчик искать. Ну, сейчас принесут, мы посмотрим тот в каком состоянии. Посмотрим, короче, решим уже. Либо тот, либо этот. Вот, так что сейчас будем делать. Да, здесь подшипник. Если этому подшипнику хана, то придется менять вот эту вот крышку. Ну и вот эту вот, скорее всего, крышку. Она тоже, наверное, меняется. Так, пружинки не теряем. Здесь в каждой вот этой штучке стоят пружинки. Туда одеты щетки. Вот. Да, сейчас посмотрим. Вот эти будут две крышки новые поставить. С новыми подшипниками. А, тут вроде бы не подшипник. Тут просто какая-то смазка внутри забита была. Которой уже нет здесь. А вот здесь вот точно подшипник стоит. Короче, ладно. Сейчас как все сделаю. Вот, заново включусь. Ну и покажу вам в итоге, что у нас получилось. Так, ну поход за новым моторчиком не увенчался успехом. Как я и думал, здесь подшипника нет. Здесь просто смазка была забита внутри. Вот. Вот здесь подшипник. Вот я его почистил щеткой. Короче, он полностью, ну не полностью, ну почти заклинил. Вот он толком уже не крутится здесь. Вот. И вот этот вот вал, который вот на нем еще выработки нет здесь. Так, как его сфокусировать? Вот. Но он, короче, здесь трется. Сейчас я попробую сделать все это.
Короче, вот так все это здесь скрипит. Вот, и издает такие вот плохие звуки. Подшипник вот этот, как я понимаю, он не меняется, потому что здесь, видно, стоят какие-то заклепки. Вот если будет эту крышку снять, я думаю, его оттуда можно вытащить. Ну, тоже отдельно его вряд ли можно будет найти. Поэтому сейчас попробуем сюда налить ВДшки, расколсовать как-то все это. Но я думаю, тоже не получится. Я думаю, потом вот этой смазкой смазать. А идти в магазин, это 100%, вот это все будет в сборе. Ну и скорее всего даже с крыльчаткой, потому что она отдельно, я думаю, мотор часов не будет продаваться. Может и будет. Ну вот самая проблема сейчас вот этот подшипник. И что делать, я не знаю. Так что вот причинка, почему все это хрустит, скрипит и свистит. Вот. Ну и вот здесь все ржавое. Поэтому ему как бы тяжело крутиться. Там тоже смазки уже никакой нет. Вот. Там, если надо будет смазки, то набить тоже, блин. Все это как-то сделать. Вот. Машину продаю, блин, поэтому неохота как бы на новые запчасти деньги тратить. Сейчас не знаю, будем что-то думать, что-то придумывать, как-то сделать. Вот. Так, ну ладно, сейчас как что-нибудь придумаем, сразу включусь. Все, короче, сейчас будем все чистить. Короче, вот эти вот, здесь все внутри надо почистить полностью. Просто вот так вот просто. Сначала вот здесь все вокруг. Ну и потом еще вот так вот надо будет. Чтобы вот здесь вот ничего внутри не оставалось. Нашли мы, короче, ВДшку. Сейчас попробуем вот этот подшипник раскоксовать. Получится, не получится, не знаю. Здесь тоже все ВДшкой зальем. Все промоем. Вот так вот как бы. Тут тоже всю грязь почистим. Вот эту вот резьбу тоже всю щеткой надо будет пройтись. Сюда смазки новые надо будет набить. Сейчас тут колокол очищаем. Главное не повредить медную обмотку. Ну и вот здесь вот не надо, короче, щеткой чистить. Здесь должно быть все такое гладкое. А здесь видно, вон все, оно ржавое уже. Ну, влага попадала. Зимой, летом. Плюс мойка. До блеска я, конечно, не буду чистить. Но... Короче, так надо, чтобы все чистенько было. А новый, я думаю, в пределах 1000 будет по-любому стоить. Да, мне кажется, побольше будет, Андрюх. Ты же видишь, медная этот. Не, ну вот я на классику брал на печку. Он стоил, по-моему, 700 рублей. Но там шло вместе с этим. Ну, с лопастями с этими. Сейчас попробуем оживить. Ты пока залил бы ВДшкой, Андрюх, вот эти подшипнички. Да, сейчас. Чтобы они... Так, ну вот. Как бы более-менее, но надо еще почистить. Здесь вот такая вот, как этот, не знаю, как наждачка, короче. Вот тут это тоже сейчас щеткой все почистим. Сейчас, да, давай пробуем подшипники ВДшкой залить. Надеюсь, носик подойдет. Вот так вот. Может, как-нибудь это и поможет нам. Ты с двух сторон возьми. Вот. Сюда тоже сразу так вот. Но здесь подшипника нет, здесь просто типа резиновое уплотнительное кольцо стоит. Сейчас тоже просто сюда надо грязь всю выбить, чтобы там не было ее. Пусть откисает, стоит. Ну-ка. О, ну, кстати, оживает, смотри. Поживее. Вот ты Вот еще, Андрюх, плескани и покрути. Сейчас с этой стороны. Ну, кстати, смотри, уже более-менее, да? Я не думал, что он так быстро оживет. О, Диман так. А что ты Не, помнишь? Диман, дай лучше щетку.
Ой, не щетку, а салфетку. Давай тут. Я думаю, тряпкой не надо вытирать здесь. Лучше так салфеточкой. Ты потный, дай я вытру. Вот. Потом сюда сейчас смазки набьем новой. Ну все равно, да, что-то еще мешает, да? Не, ну я хочу сказать, уже видишь. Еще залей и покрути его, чтобы там этот. Вот так он пусть постоит еще немного. Здесь тоже он видно, да, он сразу грязь появляется черная. Вот. Все тоже, вот здесь тоже все щеткой пройтись нужно, чтобы когда будете все собирать, чтобы оно плотно прилегало вот здесь, чтобы влага не падала. Ну вообще, блин, если заморочиться, можно сюда, в принципе, этот силикон засунуть туда. Так, вот тут не чистим, чисто по краям. Так, Дима, давай еще одну салфеточку. Короче, оживляем потихонечку. Так, давай. Здесь должно быть все чистенько, без всякой пыли, без всего. Потому что потом все это начнет тереть, скрипеть и свистеть. Так, вот так приблизь их. Чтобы все было чистенькое здесь. Так, сейчас это покрутим. В одну сторону, в другую сторону. Но звук все равно есть. И люфт небольшой. Как говорится, походит. Потом сюда смазочки набьем, также покрутим его. Но уже вот я хочу сказать, он крутится. Нормально уже. Спиннер? Да. Так, сейчас протрем. Потом еще раз зальем ВДшкой. Здесь видно, постоянно влага скапливалась. Скорее всего, он вот так стоял. Это была нижняя часть. Вот сюда грязь попадала, влага. Ну и когда все это крутилось здесь, и влага, и грязь, короче. И в итоге получилось такое вот все ржавое. Вот. Так, ладно. Сейчас все сделаем, все почистим и заново включимся. Так, мы поставили аккумулятор. Подключили мы наш вентилятор. Он клемма одета. Вот, сейчас мы его включим, послушаем на звуки посторонние. Включай! Сейчас кнопочку нажмут. Выключай. Давай еще раз. Ну все, по крайней мере, свисты и всякие шумы пропали. Все, выключай. Все. Сейчас одеваем крыльчатку. Так, не забываем выключать зажигание. Вот у меня кнопочка принудительного охлаждения. Зажигание выключили. Все. Отключаем моторчик. Снимаем аккумулятор. Одеваем крыльчатку. Запихиваем все это вот сюда вот. Все закручиваем. Также затягиваем вот это вот все. Так как видно, у нас сейчас он радиатор. И все тут вместе болтается. Все. Ездим, кайфуем. Так, клеммы, клеммы, клеммы. Сейчас я отсоединю. Так, ну все. Вот, в принципе, и все.
Все, на этом всем спасибо. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. В ближайшем времени планируем продать нашу двенашку, купить Renault Logan с движком 1.6. Вот, ну все это в будущем как бы. Еще есть план купить одну машину ВАЗ-2106. Это тоже пока у нас в планах. Все, в принципе. Всем спасибо. До новых встреч. Так, все, установили мы все. Вон он стоит, наш моторчик. Вон крыльчатка. Все собрали. Давай, включи его. Сейчас как бы нормально все. Нету никаких посторонних шумов. Все нормально. Выключай! Немного, правда, сам винт вот так вот гуляет. Вот. Там внутри, в самой крыльчатке, уже гнездо разбитое немного. Вот поэтому такая вот фигня получается. Ну так, в принципе, нормально. Вот. Так, ну все.